Урок 1. Преодоление языковых барьеров. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с языковыми барьерами в своей жизни? Привет, Джон. Да, у меня есть. Иногда это было непросто, но я нашла способы их преодолеть. Как насчет тебя? Совершенно верно. Языковые барьеры могут быть сложными, но они также могут стать возможностями для роста и обучения. Как вы с ними справились? Я старался улучшить свои языковые навыки, посещая языковые курсы и тренируясь с носителями языка. Это помогло мне обрести уверенность в себе. Это впечатляет. Активный поиск возможностей для обучения и практики– ключ к преодолению языковых барьеров. Столкнулись ли вы с какими-либо конкретными проблемами? Одна из проблем, с которыми я столкнулась, заключалась в том, чтобы понять, как быстро говорят носители языка. Я научилась слушать и постепенно стала лучше улавливать нюансы. Мне это понятно. Быстрые разговоры могут быть пугающими. Я обнаружил, что мне помогло активное слушание и обращение за разъяснениями, когда это было необходимо. Отличный подход. Обращение за разъяснениями свидетельствует о вашей готовности учиться и способствует лучшему пониманию. Какие-нибудь другие стратегии вы использовали? Я также использовала наглядные пособия, такие как жесты и мимика, для облегчения общения. Это помогало мне донести мое послание, когда не хватало слов. Невербальное общение очень важно. Оно добавляет глубины нашим разговорам и позволяет преодолеть пробелы в тех случаях, когда одного языка недостаточно. Есть еще какие-нибудь советы? Погружение сыграло важную роль в улучшении моих языковых навыков. Общение с носителями языка и практика в реальных жизненных ситуациях сыграли решающую роль. Погружение действительно мощное. Пребывание в среде, где говорят на этом языке, естественным образом ускоряет наше обучение. Есть ли последние мысли по этому поводу? Воспринимайте языковые барьеры как возможности для роста. Проявив терпение, практику и непредвзятость, мы сможем преодолеть любые препятствия на нашем языковом пути. Урок 2. Нахождение баланса. Соотношение цены и качества. Привет, Анна. Найти правильный баланс между ценой и качеством очень важно, не так ли? Привет, Джон. Безусловно, при принятии решения о покупке важно учитывать оба фактора. Какой подход вы обычно используете? Я обычно изучаю и сравниваю разные варианты, чтобы получить наилучшие соотношения цены и качества. Как насчет тебя? У меня все так же. Я ищу продукты или услуги, которые обеспечивают хороший баланс качества и доступности. Речь идет о принятии мудрых решений. Действительно мудрый выбор. Иногда выбор самого дешевого варианта может привести к разочарованию с точки зрения качества. Вы сталкивались с этим? Да, у меня есть. Были случаи, когда я выбирал самый дешевый вариант, но понимал, что он не оправдал моих ожиданий. Качество имеет значение. Я полностью согласен. Качество часто стоит дороже, но оно того стоит, если оно соответствует нашим потребностям и служит дольше. Какие-нибудь советы по поиску такого баланса? Один совет. Читайте отзывы и собирайте отзывы других пользователей, которые пользовались продуктом или услугой. Это помогает принимать обоснованные решения. Отличное предложение. Узнав об опыте других,
мы сможем оценить качество и ценность того, что мы рассматриваем. Какие еще факторы вы принимаете во внимание? Я также принимаю во внимание гарантии, правила возврата и поддержку клиентов. Эти факторы влияют на общую стоимость покупки. Отличное замечание. Надежная гарантия и хорошая поддержка клиентов могут принести значительную пользу, даже если первоначальная цена немного выше. Есть ли у вас последние мысли? Важно помнить, что правильный баланс между ценой и качеством может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений. Джон, что ты думаешь по этому поводу? Я согласен. У всех разные приоритеты, и важно найти то, что лучше всего подходит для нас. Соблюдение баланса обеспечивает удовлетворение в долгосрочной перспективе. Урок 3. Эффективная коммуникация в крупной организации. Привет, Анна. Я хотела обсудить проблему эффективного общения в большой организации. Это может быть довольно сложно. Привет, Джон. Ты прав. Общение с людьми на разных уровнях может быть сложной задачей. Какие стратегии вы используете? Я стараюсь адаптировать свой стиль общения в зависимости от того, с кем я разговариваю. Это помогает понять их точку зрения. Это хороший подход. Знание разных стилей общения может способствовать лучшему взаимопониманию. Какие-нибудь советы по работе с начальством? Общаясь с начальством, я стараюсь быть лаконичным, уважительным и сосредотачиваюсь на ключевых моментах, которые им необходимо знать. Совершенно верно. У начальства часто мало времени, поэтому важно перейти к делу и предоставить соответствующую информацию. Как насчет сверстников? Со сверстниками я стремлюсь к открытому и совместному общению. Я активно слушаю и делюсь идеями, способствующими командной работе. Ключевое значение имеет сотрудничество. Обмен идеями и выслушивание мнений других могут привести к инновационным решениям. Как насчет подчиненных? Общаясь с подчиненными, я стараюсь быть на связи и при необходимости давать четкие инструкции или рекомендации. Это важно. Доступность способствует открытому общению, а четкие инструкции помогают избежать недоразумений. А как насчет межведомственной коммуникации? Межведомственная коммуникация требует активного слушания и эффективного сотрудничества. Крайне важно преодолевать разрозненность и обмениваться информацией. Устранение разрозненности способствует синергии и позволяет всем быть в курсе событий. С какими трудностями вы столкнулись в этом отношении? Иногда разные отделы могут использовать свой жаргон или технические термины. Важно внести ясность и обеспечить взаимопонимание. Это правда. Использование простого языка и обращение за разъяснениями при необходимости могут устранить любые пробелы в общении. Как насчет виртуального общения? Виртуальное общение может быть сложной задачей, особенно в удаленных командах. Я стараюсь эффективно использовать видеозвонки и письменные сообщения для поддержания связи. Видеозвонки помогают передавать невербальные сигналы, а четкие и лаконичные письменные сообщения обеспечивают эффективную коммуникацию. Как вы справляетесь с недоразумениями? В случае возникновения недоразумений я оперативно их устраняю и обращаюсь за разъяснениями к собеседнику,
чтобы устранить любую путаницу. Быстрое устранение недоразумений предотвращает дальнейшие недопонимания и способствует налаживанию позитивных рабочих отношений. Есть ли у вас последнее мнение об эффективной коммуникации в крупной организации? Эффективная коммуникация – основа успешной организации. Это укрепляет доверие, способствует сотрудничеству и обеспечивает соответствие всех общих целей. Урок 4. Внесение изменений в контракт и окончательная проверка. Привет, Анна. Я внесла изменения в контракт. Я отправлю его вам для окончательного рассмотрения. Привет, Джон. Звучит великолепно. Я ценю ваши усилия по внесению необходимых изменений. Я внимательно ознакомлюсь с ним, как только получу его. Идеальный. Я постарался ответить на все вопросы, которые мы обсуждали ранее. Уверен, что новая версия точно отражает наше соглашение. Это обнадеживает слышать. Внимание к деталям имеет решающее значение при пересмотре контракта. Я тщательно изучим его, чтобы убедиться, что все в порядке. Я доверяю вашему опыту в рассмотрении контрактов. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужны дополнительные разъяснения. Спасибо. Четкая коммуникация играет ключевую роль в этом процессе. Я обязательно свяжусь с вами, если что-то потребует уточнения или корректировки. Отлично. Сотрудничество и открытое общение жизненно важны для заключения надежного контракта. Как только вы будете удовлетворены, мы сможем уверенно двигаться вперед. Совершенно верно. Важно заключить контракт, защищающий обе стороны и устанавливающий четкие ожидания. Я уделим этому все свое внимание. Я ценю вашу преданность этому делу. Ваш вклад и тщательность обеспечивают достижение прочного и справедливого соглашения. Не торопитесь с обзором. Спасибо за доверие. При необходимости я постараюсь своевременно предоставить обратную связь и предложения по дальнейшему улучшению. Ваш опыт и знания очень ценны. Я с нетерпением жду ваших отзывов и предложений. Давайте будем работать вместе, чтобы успешно завершить этот контракт. Я в равной степени привержен этому. Я приложу все усилия, чтобы как можно скорее ознакомиться с контрактом и высказать свое мнение. Наша командная работа приведет к положительному результату. В этом я нисколько не сомневаюсь. Я ценю ваш профессионализм и преданность делу в завершении этого контракта. Я с нетерпением жду вашего ответа. Урок 5. Раскрытие потенциала, изучение маркетинга влияния. Привет, Анна. Вы когда-нибудь пробовали использовать технологии с помощью маркетинга влияния? Привет, Джон. Да, у меня есть. Это мощная стратегия, которая может помочь компаниям охватить более широкую аудиторию. Вы тоже ее изучили? Совершенно верно. В последние годы маркетинг влияния становится все более популярным. Это способ заручиться влиянием людей с большим количеством подписчиков. Каков ваш опыт? Я обнаружил, что сотрудничество с влиятельными лицами может повысить узнаваемость бренда и вовлеченность. Их подлинные рекомендации находят отклик у подписчиков. Это впечатляет. Поиск влиятельных лиц, чьи ценности соответствуют вашему бренду, может оказать значительное влияние. Как определить подходящих влиятельных лиц?
Исследования играют ключевую роль. Я ищу влиятельных людей, которые обслуживают мою целевую аудиторию и имеют активных подписчиков. В данном случае качество важнее количества. Я согласен. Вовлеченные подписчики с большей вероятностью доверяют рекомендациям влиятельного лица. Увидели ли вы положительную отдачу от инвестиций в маркетинг влияния? Да, у меня есть. Отслеживая такие показатели, как посещаемость веб-сайта, конверсии и вовлеченность в социальные сети, я могу оценить влияние сотрудничества влиятельных лиц. Отлично. Возможность количественной оценки результатов помогает оценить эффективность маркетинговых кампаний влиятельных лиц. Как вы подходите к процессу сотрудничества? Важно с самого начала четко определить ожидания и цели. Очень важно наладить хорошие отношения с влиятельным лицом и обеспечить прозрачность. Построение прочных отношений действительно жизненно важно. Это укрепляет доверие и подлинность в сотрудничестве. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами в маркетинге влиятельных лиц? Одна из проблем заключается в том, чтобы найти подходящую модель. Очень важно выбирать влиятельных лиц, которые действительно соответствуют ценностям вашего бренда и целевой аудитории. Понимаю, что это будет непростой задачей. Аутентичность – ключ к успеху партнерских отношений с влиятельными лицами. Есть ли у вас последние мысли о маркетинге влиятельных лиц? Маркетинг влияния может быть ценным инструментом при стратегическом использовании. Важно постоянно оценивать и адаптировать свой подход, чтобы оставаться актуальным. Хорошо сказано. Спасибо, что поделились своими мыслями. Маркетинг влияния может открыть новые возможности и эффективно связать компании со своей аудиторией. Урок 6. Выбор письма. Знакомство с миром ручек. Привет, Анна. Выбор ручки может быть ошеломляющим, так как доступно так много вариантов. Есть предложение о том, как принять решение. Привет, Джон. Я понимаю дилемму. При выборе ручки учитывайте такие факторы, как удобство, качество чернил и цель, для которой вы будете ее использовать. Каковы ваши предпочтения? Комфорт, безусловно, важен. Я предпочитаю ручки с хорошей рукояткой и удобным письмом. Есть ли у вас рекомендации по использованию удобных ручек? Совершенно верно. Ручки с эргономичным дизайном и резиновыми ручками, как правило, обеспечивают удобство письма. Такие бренды, как Uniball и Pilot, предлагают такие варианты. Это полезно. Я рассмотрю эти бренды. Как насчет качества чернил? Мне нужна ручка, которая легко пишет и не размазывается. Для гладкого письма и минимального размазывания отлично подойдут гелевые ручки или ручки-ролики. Они обеспечивают равномерную подачу чернил и яркие цвета. Это гелевые ручки и ручки-ролики. Я буду следить за ними. Есть ли конкретные бренды, известные своим качеством чернил? Да, такие бренды, как Sakura, Pentrol и Pilot, известны своими высококачественными чернилами. Они обеспечивают приятное написание и надежную работу. Отлично. Я ознакомлюсь с этими брендами и их предложениями. Теперь давайте поговорим о цели. Стоит ли выбирать разные ручки для разных задач? Может быть полезно иметь разные ручки для разных задач. Например,
Ручка с тонким наконечником отлично подходит для точного письма, а жирная – для выделения. Я вижу ценность в наличии разнообразных ручек. Это гарантирует, что у меня есть подходящий инструмент для разных ситуаций. Какие еще факторы мне следует учитывать? Также стоит учитывать цену и соотношение цены и качества. Некоторые ручки могут быть дороже, но они отличаются прочностью и долговечностью. Цена и стоимость являются важными факторами. Я постараюсь найти баланс между качеством и доступностью. Спасибо за рекомендации. Урок 7. Навигация в переговорах. Максимизация выгод. Привет, Анна. Мне предложили новую работу, и я хочу договориться о таких льготах, как медицинская страховка и жилищное пособие. Какие-нибудь советы, как к этому подойти? Привет, Джон. Поздравляю вас с новым предложением о работе. При согласовании льгот важно изучить отраслевые стандарты и подчеркнуть свою ценность для компании. Вы выполнили домашнее задание. Да, я провел небольшое исследование стандартных пакетов льгот. Я хочу убедиться, что я хорошо подготовлен, прежде чем приступить к переговорам. Какие-нибудь конкретные стратегии мне следует иметь в виду? Совершенно верно. Начните с того, что сосредоточьтесь на том, какую пользу вы приносите компании и как вы можете способствовать ее успеху. Затем выразите свои потребности и ожидания в отношении преимуществ. В этом есть смысл. Подчеркивая свою ценность, я могу продемонстрировать, почему я заслуживаю запрашиваемых мной льгот. Как мне подойти к заключению договора о медицинском страховании? Во-первых, соберите информацию о текущих планах медицинского страхования компании. Затем расскажите о любых конкретных потребностях или проблемах, связанных с страховым покрытием, и узнайте о возможности персонализации плана. Настройка плана в соответствии с моими конкретными потребностями звучит как хороший подход. Я постараюсь эффективно изложить свои требования. А как насчет переговоров о жилищном пособии? При согласовании жилищного пособия изучите стоимость жизни в районе, где находится компания. Представьте эту информацию и объясните, как жилищное пособие поможет вам сохранить баланс между работой и личной жизнью. Хорошие замечания. Демонстрация влияния жилищного пособия на мое благополучие и производительность может укрепить мою переговорную позицию. Есть ли другие преимущества, которые мне следует рассмотреть в ходе переговоров? Это зависит от ваших приоритетов и политики компании. К другим преимуществам, которые стоит рассмотреть при ведении переговоров, относятся пенсионные планы, гибкий график работы и возможности профессионального развития. Пенсионные планы, гибкий график и профессиональное развитие, безусловно, важны для меня. Я обязательно обсужу эти льготы в процессе переговоров. Спасибо за ваши рекомендации. Урок 8. Планы ужина. Привет, Анна. Я подумываю об ужине сегодня вечером. Как насчет приготовления пасты? Это одна из моих любимых. Привет, Джон. Паста звучит очень вкусно. Какую пасту ты собирался приготовить? Я собирался приготовить спагетти с томатным соусом и фрикадельками. Это классическое блюдо, которое всегда очень сытно. Звучит превосходно. Обожаю хорошие спагетти и фрикадельки. У нас есть все необходимые ингредиенты. Да, я проверила кладовку,
И у нас есть все необходимое. У нас есть паста, томатный соус, говяжий фарш и специи. Отлично! Я могу помочь с подготовкой. Должны ли мы начать с приготовления фрикаделек? Похоже на план. Давайте смешаем говяжий фарш с сухарями, яйцом, измельченным чесноком и итальянской приправой. Звучит очень вкусно. Я сформирую из смеси фрикадельки, пока вы разогреете сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Идеальный. Когда сковорода нагреется, мы можем обжарить фрикадельки со всех сторон, пока они не прожарятся. Пока фрикадельки готовятся, я начну кипятить воду для спагетти. Как долго нам варить пасту? Приготовление спагетти обычно занимает около 10 минут. Мы хотим, чтобы оно было аль денте, чтобы оно не было слишком мягким. Понял. Я присмотрю за спагетти, чтобы они не пережарились. Как насчет томатного соуса? Мы можем нагреть томатный соус в отдельной кастрюле и добавить немного трав и специй для дополнительного вкуса. Звучит очень вкусно. Когда фрикадельки и спагетти будут готовы, мы можем добавить их в томатный соус. В этом и заключается идея. Мы можем подать спагетти с фрикадельками и посыпать сверху тертым пармезаном. У меня уже текут слюнки. Не могу дождаться, когда смогу покопаться. Нам еще что-нибудь нужно для еды. Мы можем съесть гарнир со свежей зеленью и простой заправкой для винегрета, чтобы сбалансировать вкус. Отличная идея. Гарнир придаст блюду свежести. Должны ли мы приготовить его сейчас? Мы можем приготовить салат, пока готовится паста. Давайте вымоем и нарежем овощи и взбеем заправку. Похоже на план. Я займусь нарезкой, а ты сможешь приготовить заправку. Какую заправку вы предлагаете? Подойдет простой винегрет с оливковым маслом, уксусом, дижонской горчицей, медом, солью и перцем. Идеальный. Когда все будет готово, мы можем сесть, насладиться вкусным ужином с пастой и насладиться ароматами. Совершенно верно. Я с нетерпением жду уютной и сытной еды. Давайте начнем с приготовления. Я тоже в восторге. Давайте сделаем этот ужин незабываемым. Я соберу ингредиенты, и мы вместе приготовим фантастическое блюдо. В этом и заключается дух. Давайте сделаем приготовление пищи увлекательным и приятным занятием. Не могу дождаться, когда смогу попробовать твою потрясающую пасту. Урок 9. Беспрепятственное путешествие. Онлайн-регистрация или регистрация в аэропорту. Привет, Анна. Во время путешествия нам нужно регистрироваться онлайн или мы можем сделать это в аэропорту. Привет, Джон. В большинстве случаев у вас есть возможность зарегистрироваться онлайн или в аэропорту. Это зависит от ваших предпочтений и политики авиакомпании. Вы уже пробовали онлайн-регистрацию? Я еще не пробовал онлайн-регистрацию. Это удобный вариант или мне следует зарегистрироваться в аэропорту? Онлайн-регистрация может быть довольно удобной. Это позволяет сэкономить время, избегая длинных очередей в аэропорту. Обычно вы можете зарегистрироваться за 24 часа до вылета. Звучит привлекательно.
Есть ли какие-либо особые преимущества у регистрации в аэропорту? Регистрация в аэропорту может быть полезна, если у вас есть особые пожелания или вам нужна помощь в выборе места. Персонал авиакомпании может лично решить любые возникшие у вас вопросы. Понимаю. Поэтому, если у меня есть особые потребности или предпочтения, лучше зарегистрироваться в аэропорту. В противном случае онлайн-регистрация должна работать нормально. Именно так. Онлайн-регистрация обычно подходит большинству путешественников, особенно тем, у кого есть только ручная кладь. Это обеспечивает беспроблемный опыт. Это приятно знать. Обычно я предпочитаю путешествовать налегке, имея только ручную кладь. В следующую поездку я попробую пройти онлайн-регистрацию. Какие-нибудь советы по упрощению процесса онлайн-регистрации? Убедитесь, что ваши проездные документы и паспортные данные всегда доступны. Подробные инструкции и всю необходимую информацию вы найдете на веб-сайте или в мобильном приложении авиакомпании. Очень важно иметь под рукой все необходимые документы и информацию. Я обязательно буду готов. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Не забудьте также проверить норму провоза багажа и любые ограничения перед прохождением онлайн-регистрации. Нормы провоза багажа и ограничения должным образом учтенные. Я тоже учту их. Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие было комфортным, будь то регистрация онлайн или в аэропорту. Урок 10. Разделение пирога. Разделение прибыли и расходов. Привет, Анна. Когда вы начинаете бизнес вместе, еще одним важным моментом является разделение прибыли и расходов. Как нам подойти к этому? Привет, Джон. Разделение прибыли и расходов в деловом партнерстве требует тщательного анализа и открытого общения. Задумывались ли вы о каких-либо конкретных подходах? Я считаю, что справедливый и прозрачный подход имеет ключевое значение. Одним из вариантов может быть разделение прибыли и расходов на основе процентной доли инвестиций каждого партнера. Что вы думаете? Это распространенный подход, известный как пропорциональное распределение. Он гарантирует, что каждый партнер получает часть прибыли и несет ответственность за соответствующую часть расходов. Однако существуют и другие методы. Какие существуют альтернативные методы разделения прибыли и расходов? Другой метод – подход, основанный на равном распределении доходов и расходов, когда партнеры распределяют прибыль и расходы поровну независимо от их индивидуальных инвестиций. Это может способствовать формированию чувства равенства и Равное сотрудничества. участие действительно кажется привлекательным, особенно если оба партнера вносят равный вклад в усилия и время. Есть ли другие методы, которые нам следует рассмотреть? Да, существует также подход, основанный на производительности. В этом методе прибыль и расходы распределяются в зависимости от индивидуального вклада каждого партнера в успех бизнеса. Она поощряет тех, кто приносит исключительную пользу. Это интересный подход. Он побуждает партнеров делать все возможное и, соответственно, вознаграждает их усилия. Как нам решить, какой метод лучше всего подходит для нашего партнерства? Очень важно провести открытую и честную беседу со своим партнером. Рассмотрите ожидания друг друга, суммы инвестиций и общие цели бизнеса. Ключевым моментом является поиск метода, соответствующего вашим ценностям и целям. Общение и согласованность, безусловно, важны.
Нам следует провести тщательный разговор, чтобы убедиться, что все согласны с этим. Спасибо за рекомендации. Урок 11. Самолет для бизнеса, Лондон и Париж. Привет, Анна. На следующей неделе я лечу из Лондона в Париж в командировку. Какие-нибудь советы или рекомендации по путешествию между этими двумя городами? Привет, Джон. Как увлекательно! Путешествие между Лондоном и Парижем может быть очень простым. Рассматривали ли вы различные варианты транспорта? Я слышала о поезде Eurostar, который соединяет два города. Это удобный выбор. Абсолютно. Eurostar – популярный и эффективный вид транспорта. Он обеспечивает беспрепятственное путешествие из Лондона в Париж с минимальным временем в пути и дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вы избежите проблем в аэропорту. Звучит великолепно. Как насчет рейсов? Есть ли прямые рейсы между Лондоном и Парижем? Да, несколько авиакомпаний предлагают прямые рейсы между Лондоном и Парижем. Это быстрый и удобный вариант, особенно если у вас мало времени. Просто проверьте расписание рейсов и сравните цены. Я обязательно рассмотрю оба варианта. Итак, что касается перевозок по городам, рекомендуете ли вы какие-либо конкретные виды транспорта? В Лондоне метро, также известное как метро, является эффективным способом передвижения. Оно охватывает большинство районов города. В Париже подобным вариантом является метро с разветвленной сетью, соединяющей различные районы. Я учту это. Как насчет того, чтобы добраться из аэропортов в центры городов? Приятно знать. Я проверю варианты трансфера из аэропорта в обоих городах. Есть ли рекомендации по местам, которые стоит посетить или чем заняться в свободное время? В Лондоне вы можете посетить такие знаковые достопримечательности, как Лондонский Тауэр, Букингемский дворец и Британский музей. В Париже обязательно посетите Эйфелеву башню, Лувр и собор Парижской Богоматери. Это фантастические предложения. Я постараюсь найти время, чтобы посетить некоторые из этих достопримечательностей. Спасибо за всю полезную информацию. Урок 12. Загадка стоимости. Достижение справедливого соглашения. Привет, Анна. Давайте обсудим финансовые последствия и придем к справедливому соглашению по этому вопросу. Как вы предлагаете нам подойти к этому? Привет, Джон. Когда речь идет о расходах, ключевыми факторами являются прозрачность и открытая коммуникация. Думаю, нам следует начать с описания всех связанных с этим расходов. Вы составили список. Совершенно верно. Я составил подробный список всех ожидаемых нами расходов, включая расходы на поставки, маркетинг и эксплуатацию. Важно иметь четкое представление о том, с чем мы имеем дело. Отлично. Теперь давайте поговорим о том, как разделить эти расходы. Один из подходов может заключаться в том, чтобы разделить их поровну между нами. Что вы думаете по этому поводу? Распределение расходов поровну кажется справедливым, особенно если мы оба имеем равную долю в бизнесе. Однако рассматривали ли вы альтернативные методы?
Да, другой подход может заключаться в пропорциональном распределении расходов в зависимости от инвестиций каждого партнера. Это гарантирует, что каждый партнер вносит свой вклад в соответствии со своими финансовыми Это верное обязательствами. замечание. Это создает ощущение равновесия и справедливости. А как насчет текущих расходов? Как нам справиться с ними? Для текущих расходов мы могли бы составить бюджет и внести на их покрытие заранее определенный процент от нашей прибыли. Таким образом, мы разделяем финансовую ответственность при оценке прибыльности бизнеса. Это похоже на практический подход. Он увязывает затраты с эффективностью бизнеса. Есть ли другие факторы, которые мы должны учитывать при достижении справедливого соглашения? Совершенно верно. Также важно учитывать ценность неденежных вкладов, таких как время и опыт. Мы должны признать и учитывать тот вклад, который мы вносим в успех бизнеса. Я полностью согласен. Неденежные взносы имеют значительную ценность и должны быть признаны. Давайте обязательно учтем их в нашем соглашении. Спасибо, что подняли этот вопрос. Добро пожаловать! Крайне важно иметь всеобъемлющее и инклюзивное соглашение, учитывающее все аспекты. Это обеспечит справедливое и гармоничное партнерство. Действительно, всестороннее соглашение необходимо для успешного партнерства. Я ценю ваш вклад. Давайте вместе доработаем соглашение о расходах и перейдем к реализации наших бизнес-планов. Совершенно верно. Я уверен, что мы сможем достичь соглашения, которое пойдет на пользу нам обоим. Мы стремимся к процветающему и экономичному партнерству. Ура этому! Вместе мы решим проблему затрат и построим процветающий бизнес. Урок 13. Плодотворный выбор. Изучение предпочитаемых фруктов. Привет, Анна. Мне интересно, какие фрукты ты обычно покупаешь? Я хочу разнообразить свой рацион. Привет! Я рада, что вы заинтересованы в добавлении большего количества фруктов в свой рацион. Некоторые из моих любимых фруктов включают яблоки, бананы и клубнику. Они универсальны и легко доступны. А как же ты? Яблоки и бананы тоже определенно есть в моем списке. Мне также нравятся апельсины и виноград. Я нахожу их освежающими и их легко перекусить. Какие еще фрукты вы рекомендуете? Абсолютно. Ананасы и манго – восхитительные тропические фрукты, приносящие прилив аромата. Арбузы отлично подходят летом, а черника богата антиоксидантами. Их стоит попробовать. Звучит заманчиво. В следующий раз я обязательно куплю ананасы и манго. Есть ли у вас какие-либо советы по выбору спелых и свежих фруктов? Выбирая фрукты, обратите внимание на яркие цвета и твердую текстуру. Например, спелые бананы имеют желтую кожуру без зеленых пятен. Ягоды должны быть пухлыми, а не мягкими. Доверьтесь своим чувствам. Это полезный совет. Я буду следить за этими характеристиками. Как насчет покупки сезонных фруктов? Это то, что вы уделяете приоритетное внимание. Безусловно, покупка сезонных фруктов обеспечивает оптимальный вкус и доступность. Кроме того, они более экологичны, поскольку они выращены на местном уровне. На фермерских рынках можно найти сезонные фрукты.
Вы их когда-нибудь пробовали? Я не часто бывал на фермерских рынках, но, похоже, это отличный способ найти свежие и сезонные продукты. Я обязательно их проверю. Какие именно фрукты мне стоит там искать? На фермерских рынках часто представлен широкий выбор фруктов. Обратите внимание на уникальные находки, такие как семейные яблоки, фирменные ягоды или экзотические фрукты. Это шанс открыть для себя что-то новое и поддержать местных производителей. Звучит захватывающе. Я с нетерпением жду возможности посетить фермерские рынки и попробовать разные фрукты. Спасибо, что поделились своими мыслями. Урок 14. Путешествие в одиночку. Сила планирования. Привет, Анна. Я подумываю отправиться в свое первое путешествие в одиночку. Есть ли у вас какие-либо советы по организации и составлению запасного плана? Привет, Джон. Это захватывающе. Когда дело доходит до путешествий в одиночку, очень важно оставаться организованным. Начните с составления подробного маршрута и хранения важных документов под рукой. Рассматривали ли вы возможность использования Я приложения еще не для думал об путешествий? использовании приложения для путешествий, но, похоже, это полезный инструмент. Какое из них вы рекомендуете? Одно из популярных туристических приложений – Tripit. Оно позволяет вам собрать все сведения о поездке в одном месте, включая авиабилеты, проживание и мероприятия. Он также может отправлять вам обновления и напоминания в режиме реального времени. Звучит удобно. Я обязательно займусь организацией своих планов путешествий в Tripit. Как насчет резервного плана? Как вы к этому подходите? Всегда полезно иметь запасной план. Изучите альтернативные маршруты, варианты транспорта и близлежащие варианты размещения. Таким образом, если произойдут непредвиденные изменения, вы будете готовы. В этом есть смысл. Ключевое значение имеет гибкость. Я обязательно придумаю альтернативные варианты. Как насчет безопасности? Какие-нибудь советы одиноким путешественникам по этому поводу? Безопасность превыше всего. Поделитесь своим маршрутом с доверенным другом или членом семьи. Будьте бдительны, особенно в многолюдных местах, и осторожно относитесь к своим вещам. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Безусловно, безопасность ни в коем случае нельзя ставить под угрозу. Я сообщу кому-нибудь о своих планах поездки и буду соблюдать осторожность на протяжении всего путешествия. Есть ли другие организационные советы, которыми вы могли бы поделиться? Да, рассмотрите возможность создания цифровых копий важных документов, таких как паспорт, страховка и бронирование путешествий. Надежно храните их в облачном хранилище или отправьте их себе по электронной почте. Это может стать спасением в случае потери или кражи. Отличное предложение. Я позабочусь о том, чтобы у меня были цифровые копии основных документов. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Спасибо за все эти ценные советы. Урок 15. Глобальные языки – самые распространенные языки. Привет, Анна. Мне интересно, как ты думаешь, на каких языках говорят чаще всего в мире? Мне интересно изучать разные языки и их распространение. Привет. Отличный вопрос. 5 наиболее распространенными языками в мире являются мандаринский китайский, испанский, английский, хинди и арабский. На них говорит значительное количество людей по всему миру. Мандаринский китайский, испанский, английский, хинди и арабский языки.
Это действительно разные языки. Я знаком с английским языком, но хотел бы изучить и другие. Вы изучали что-нибудь из них? Я изучал испанский и немного арабский. Испанский язык широко распространен во многих странах, что делает его полезным для путешествий и культурного погружения. Арабский язык имеет свою уникальную красоту, и на нем говорят по всему Ближнему Это Востоку. впечатляет. Согласен, изучение языка открывает двери для новых культур и впечатлений. В будущем я подумаю об изучении испанского и арабского языков. Есть ли интересные факты об этих языках? Абсолютно. Мандаринский китайский – самый распространенный язык в мире, на котором говорят более миллиарда человек. Английский часто называют глобальным языком бизнеса и широко используется в международном общении. Мандаринский китайский язык, являющийся самым распространенным языком, поистине удивителен. И статус английского языка как мирового языка неоспорим. А как насчет испанского, хинди и арабского языков? Какие-нибудь интересные аспекты? Испанский язык является вторым наиболее распространенным языком в мире и вторым по количеству носителей языка. Хинди является одним из официальных языков Индии и имеет культурное значение. Арабский язык имеет богатую историю и является литургическим языком ислама. Ух ты! Еще многое предстоит узнать о значении и влиянии каждого языка. Я мотивирован глубже погрузиться в их культуру. Какие ресурсы или приложения для изучения языков вы рекомендуете? Duolingo – популярное приложение для изучения языков, предлагающее курсы на всех этих языках. Оно удобно в использовании и предоставляет интерактивные уроки, которые помогут вам начать. Это отличный способ начать изучение Duolingo языка. звучит как фантастический инструмент. Я обязательно попробую. Спасибо, что поделились всей этой ценной информацией. Это действительно увлекательно. Урок 16. Успех в налаживании связей, извлечение максимальной пользы из мероприятий. Привет, Анна. На следующей неделе я приеду на мероприятие по налаживанию связей и хочу, чтобы оно того стоило. Какие-нибудь советы о том, как подойти к этим мероприятиям и наладить конструктивные связи? Привет, Джон. Мероприятия по налаживанию связей могут стать ценными возможностями. Во-первых, определите четкие цели мероприятия. Какие связи вы хотите установить? Есть ли конкретные отрасли или специалисты, с которыми вы хотите сотрудничать? Отличное замечание. Я заранее определю свои цели и целевую аудиторию. Есть предложение о том, как начать разговор и произвести хорошее впечатление. Начните с того, что представьтесь с уверенностью и дружелюбной улыбкой. Задавайте открытые вопросы, чтобы выразить искренний интерес к собеседнику. Главное – активное слушание. Это помогает наладить взаимопонимание и позволяет вести содержательные беседы. Я учту это. Активное слушание и проявление искреннего интереса необходимы для установления связей. Как сохранить эти связи после мероприятия по налаживанию связей? Последующая деятельность имеет решающее значение. В течение дня или двух отправляйте персонализированные электронные письма или сообщения LinkedIn, чтобы выразить признательность за беседу. Назовите что-то конкретное, что вы обсуждали, чтобы Это освежить ценный их совет. память. Индивидуальные консультации показывают, что вы были внимательны во время мероприятия. Как насчет обмена визитными карточками? Это все еще актуально в наш цифровой век. Безусловно, визитки остаются актуальными.
Они служат ощутимым напоминанием о вашем общении. Убедитесь, что ваши карты профессиональные и содержат важную контактную информацию и все соответствующие учетные записи в социальных сетях. Приятно знать, что визитные карточки по-прежнему имеют ценность. Я позабочусь о том, чтобы они были готовы. Есть ли какие-нибудь советы по этикету на сетевых мероприятиях, на которые мне следует обратить Да, внимание? есть несколько советов по этикету, которые следует иметь в виду. Профессионально одевайтесь, уделяйте внимание личному пространству и избегайте монополизации разговоров. Не забывайте следовать любым рекомендациям, связанным с конкретным событием, и уважать Профессиональная чужое одежда время. и уважение к чужим границам – важные аспекты, о которых следует помнить. Я обязательно учту их. Спасибо, что поделились этими ценными идеями. Урок 17. Секреты пикантных блюд. Делимся рецептами супа. Привет, Анна. Я попробовал твой суп, и вкус просто фантастический. Как вы его готовите? Мне бы очень хотелось узнать ваш рецепт. Привет, Джон. Я рад, что вам понравилось. Это простой рецепт. Сначала я обжариваю лук и чеснок в оливковом масле, затем добавляю нарезанные кубиками овощи, такие как морковь, сельдерей и картофель. Я даю им повариться несколько минут. Звучит очень вкусно. Обжаривание лука и чеснока должно придать им прекрасный аромат. Каков следующий шаг? После того, как овощи немного приготовятся, вливаю овощной или куриный бульон и довожу его до кипения. Затем уменьшаю огонь и даю покипеть, пока овощи не станут мягкими. Тушение на медленном огне позволяет супу хорошо раскрыться. А как же приправа? Вы добавляете травы или специи? Да, мне нравится добавлять лавровый лист, немного тимьяна и щепотку черного перца в качестве приправы. Это придает супу тонкий, но восхитительный вкус. Я также регулирую соль в соответствии со своими предпочтениями. Сочетание лаврового листа, тимьяна и черного перца звучит замечательно. Это должно улучшить общий вкус супа. Ты еще что-нибудь добавляешь? В конце я обычно добавляю немного нарезанной свежей петрушки, чтобы придать ей свежий и яркий оттенок. Это придает супу яркость цвета и нотку свежести. Ах, добавление свежей петрушки придает блюду прекрасную визуальную привлекательность и свежесть. Это должно сделать его еще более аппетитным. Есть ли последние шаги перед подачей на стол? Когда суп будет готов, я удаляю лавровый лист, при желании украшаю его петрушкой и подаю горячим с хрустящим хлебом на гарнир. Звучит как приятная и сытная еда. Не могу дождаться, когда смогу попробовать приготовить его сам. Спасибо, что поделились рецептом. Урок 18. Четкость проекта, понимание целей. Привет, Анна. Вы уже рассмотрели цели проекта? У меня есть. Четко ли мы понимаем, каких целей нам необходимо достичь? Привет, Джон. Да, я тщательно изучил цели проекта. Цели четко определены и соответствуют общему видению. Думаю, у нас есть четкое понимание. Приятно это слышать. Четкое определение целей проекта имеет решающее значение для успешного результата. Заметили ли вы какие-либо конкретные этапы или сроки? Совершенно верно. Я обнаружил несколько этапов и сроков, указанных в проектной документации.
Это помогает нам отслеживать прогресс и обеспечивает своевременное выполнение ключевых задач. Отлично. Четкие вехи и сроки определяют дорожную карту нашей работы. Сталкивались ли вы с какими-либо бюджетными или ресурсными ограничениями? Да, в проектной документации подчеркиваются бюджетные ограничения и ограниченность ресурсов. Важно учитывать эти факторы при планировании и выполнении наших задач. Знание бюджетных и ресурсных ограничений необходимо для эффективного управления проектами. Нашли ли вы какую-либо информацию о ключевых заинтересованных сторонах? Да, в проектной документации указаны ключевые заинтересованные стороны. В ней указаны их роли, обязанности и уровень участия в процессах принятия решений. Понимание ключевых заинтересованных сторон и их роли имеет решающее значение для эффективной коммуникации и сотрудничества. Сталкивались ли вы с какими-либо рисками или потенциальными проблемами? Да, в проектной документации описаны потенциальные риски и проблемы. Это помогает нам разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств и стратегии смягчения последствий для обеспечения бесперебойного хода работ. Выявление и устранение потенциальных рисков и проблем жизненно важно для успеха проекта. Нашли ли вы какую-либо информацию о желаемых результатах или результатах проекта? Совершенно верно. В проектной документации четко определены желаемые результаты и результаты. Она дает четкое представление о том, чего нам необходимо достичь к концу. Четкое понимание желаемых результатов и результатов помогает нам сосредоточиться и работать над достижением общей цели. Нашли ли вы какую-либо информацию о сроках реализации проекта? Да, проектная документация включает график, в котором указаны запланированная продолжительность каждого этапа и общая продолжительность проекта. Четко определенный график проекта помогает нам эффективно распоряжаться временем и обеспечивает своевременное завершение проекта. Есть ли что-то еще, что вы обнаружили во время проверки? Помимо упомянутых аспектов, я также узнал подробности об объеме проекта, ожиданиях заинтересованных сторон и используемых каналах связи. Понимание масштабов проекта, управление ожиданиями заинтересованных сторон и использование соответствующих каналов связи – все это необходимо для успеха проекта. Спасибо, что поделились своими выводами. Урок 19. Путешествие по окрестностям. Поиск клиники. Привет, Анна. Вы знаете, как далеко отсюда находится клиника? Мне нужно обратиться к врачу, и я не знаком с этим районом. Привет, Джон. Клиника находится всего в нескольких кварталах отсюда. Она находится в нескольких минутах ходьбы. Хотите, чтобы я дал вам дорогу? Это было бы полезно. Я ценю твою помощь. Как мне туда добраться? Есть ли какие-нибудь достопримечательности, на которые мне стоит обратить внимание? Конечно. Отсюда вам нужно идти прямо по этой улице в течение 2 кварталов. Затем на перекрестке поверните направо. Клиника будет слева от вас. Обратите внимание на большую красную табличку с названием клиники. Понял. Пройдите 2 квартала прямо, на перекрестке поверните направо, и слева я найду клинику с большим красным знаком. Легко ли ее заметить? Да, клиника хорошо видна своим отличительным красным знаком. Если вы пропустите посещение, обратитесь к ближайшему сотруднику, и они вам помогут.
Это приятно знать. Всегда полезно иметь местных жителей, которые могут подсказать дорогу. Работает ли клиника и по выходным? Да, клиника работает по выходным. Часы работы у них немного сокращены, но вы должны иметь возможность обратиться к врачу. Лучше всего позвонить заранее и проверить их наличие. Обязательно позвоню заранее. Спасибо, что сообщили мне об этом. Есть ли общественный транспорт, чтобы добраться до клиники? Да, всего в квартале отсюда есть автобусная остановка. Вы можете сесть на автобус номер 15, и он отвезет вас прямо перед клиникой. Это удобно. Неплохим вариантом было бы поехать на автобусе. Есть ли рядом с клиникой парковка, если я решу сесть за руль? Да, рядом со зданием клиники есть парковка. Это платная парковка, но она довольно просторная, поэтому вам будет легко найти место. Это обнадеживает. Наличие парковки поблизости делает его удобным для тех, кто предпочитает ездить на машине. Есть ли что-то еще, что мне нужно знать, прежде чем отправиться в клинику? Просто не забудьте взять с собой удостоверение личности и все соответствующие медицинские документы или страховую информацию. Это упростит процесс регистрации в клинике. Я обязательно соберу все необходимые документы. Спасибо за напоминание. Я ценю вашу помощь в поиске клиники. Добро пожаловать! Я рад, что смог вам помочь. Надеюсь, ты скоро почувствуешь себя лучше. Если у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я так и сделаю. Еще раз спасибо за ваше руководство и поддержку. Приятно, что кто-то знаком с этим районом. Береги себя. Урок 20. Пригодность для компании, мотивы и стремления. Привет, Анна. Мне интересно, почему ты хочешь работать в нашей компании? Я много слышала об этом, но мне бы хотелось узнать твою точку зрения. Привет, Джон. Что ж, я провел небольшое исследование, и инновационный подход вашей компании и приверженность принципам устойчивого развития мне очень нравятся. Я ищу рабочее место, соответствующее моим Это ценностям. интересно. Поиск компании, соответствующей нашим ценностям, имеет решающее значение для удовлетворения потребностей в долгосрочной перспективе. Есть ли какие-либо конкретные проекты или инициативы, которые привлекли ваше Совершенно внимание? верно. Меня особенно привлек недавний проект компании по возобновляемым источникам энергии. Я увлечен охраной окружающей среды, и участие в таких инициативах принесло бы мне пользу. Приятно это слышать. Работа над проектами, отвечающими нашим увлечениям, может придать нашей карьере смысл. Вы также учли корпоративную культуру. Да, я слышал, что ваша компания развивает культуру сотрудничества и инклюзивности. Я верю в силу командной работы и разнообразия и думаю, что в такой среде я бы преуспел. Сотрудничество и инклюзивность действительно являются важными аспектами здоровой рабочей культуры. Они способствуют созданию позитивной и благоприятной атмосферы. Есть ли что-то особенное в репутации компании, что привлекло вас? Что ж, ваша компания имеет репутацию лидера в отрасли. Я восхищаюсь уровнем знаний и влиянием, которое они оказали на рынок. Присоединение к такой авторитетной организации было бы ценным опытом. Работа в уважаемой и влиятельной компании может открыть огромные возможности для роста. Задумывались ли вы о том,
как эта должность соответствует вашим карьерным устремлениям? Да, похоже, что эта роль представляет собой идеальное сочетание вызовов и роста. Это соответствует моей долгосрочной цели стать руководителем проектов, что позволит мне развивать свои навыки и вносить свой вклад в значимые проекты. Это просто фантастика. Поиск должности, соответствующей нашим карьерным устремлениям, позволяет нам успешно развиваться. Общались ли вы с нынешними или бывшими сотрудниками компании? Да, у меня была возможность связаться с несколькими сотрудниками через профессиональные сети. Они высоко оценили культуру поддержки в компании и возможности профессионального развития. Всегда полезно получать информацию от нынешних или бывших сотрудников. Их опыт поможет нам глубже понять, каково работать в организации. Рассматривали ли вы будущие перспективы и потенциал роста компании? Совершенно верно. Я изучил положение компании на рынке и прогнозы роста. Потенциал расширения и захватывающие возможности делают эту страну привлекательным местом для развития моей карьеры. Оценка будущих перспектив компании– разумный шаг. Важно присоединиться к организации с многообещающими перспективами. Что-то еще повлияло на ваше решение воспользоваться этой возможностью? И еще кое-что. Приверженность компании развитию сотрудников и обеспечению баланса между работой и личной жизнью меня очень впечатлила. Я верю в сохранение здоровой гармонии между работой и личной жизнью, и отрадно видеть, что эта ценность Уделение нашла свое приоритетного внимания отражение в этом. развитию сотрудников и балансу между работой и личной жизнью необходимо для создания позитивной рабочей среды. Здорово, что компания разделяет эти ценности. Спасибо, что поделились своими мотивами. Урок 21. Поиск особых подарков. Приключения в шопинге. Привет, Анна. Как насчет того, чтобы сегодня найти специальные подарки для наших близких? Всегда приятно удивить их чем-то уникальным. Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Я обожаю покупать специальные подарки. С чего нам начать наши приключения по магазинам? А как насчет того, чтобы начать с местного рынка ремесленников? Здесь представлен широкий ассортимент изделий ручной работы и единственных в своем роде, которые станут отличным подарком. Это фантастическое предложение. Мне нравится поддерживать местных художников, и их творчество часто носит индивидуальный характер. Какой подарок вы ищете? Я подумываю купить изготовленное на заказ украшение для своей сестры. Ей нравятся уникальные аксессуары. Как насчет тебя? Какие-нибудь конкретные идеи для ваших близких? Я рассматриваю возможность создания персонализированного фотоальбома для своих родителей. Они хранят воспоминания, и я думаю, что продуманная коллекция фотографий станет для них сердечным Это подарком. прекрасная идея. Персонализированные подарки производят неизгладимое впечатление. Стоит ли нам исследовать рынок и посмотреть, что привлекает наше внимание? Совершенно верно. Давайте не торопимся и пройдемся по киоскам. Возможно, по пути мы обнаружим скрытые сокровища. Вы имеете в виду какой-то конкретный киоск? Я много слышала о ювелирном киоске у входа. Они имеют уникальный дизайн и даже могут персонализировать изделия в соответствии с вашими предпочтениями. Звучит многообещающе. Давайте сначала пойдем туда и посмотрим, есть ли у них что-то, что соответствует стилю вашей сестры. Мне не терпится увидеть, что они Отлично. предлагают. Уверена,
Там мы найдем что-то особенное. Когда мы закончим, мы можем перейти к разделу с поделками ручной работы. У них также часто есть персонализированные вещи. Отличный план. Поделки ручной работы обладают определенным шармом. Уверена, в этом разделе мы найдем что-то идеальное для моих родителей. Давайте осмотрим каждый киоск и не торопимся. Дело не только в том, чтобы найти подходящий подарок, но и в том, чтобы получить удовольствие от знакомства с уникальными предметами. Я полностью согласен. Покупка подарков должна доставлять удовольствие. Мы также можем обратиться к продавцам за рекомендациями и узнать истории, лежащие в основе их творений. Совершенно верно. Взаимодействие с продавцами придает индивидуальность выбираемым нами подаркам. Приятно узнать, что послужило источником вдохновения для каждого изделия. Это все равно, что разворачивать историю вместе с подарком. Я нахожу этот аспект действительно особенным. Кроме того, поставщики могут предоставить информацию о том, как ухаживать за товарами. Отличное замечание. Умение ухаживать за подарками гарантирует их долговечность. Всегда полезно получить эти советы от самих экспертов. Определенно. Мы хотим, чтобы подарки ценились надолго. Давайте обязательно спросим вас о каких-либо особых инструкциях по уходу, пока мы исследуем рынок. Похоже на план. Давайте отправимся в это приключение по магазинам и найдем те особенные подарки, которые доставят радость нашим близким. Мне не терпится увидеть их реакцию. Урок 22. Изучение предпочтений автомобилей, размер и популярность. Привет, Анна. Вы заметили, что автомобили среднего размера здесь довольно популярны. Мне интересно, каковы предпочтения людей в отношении размеров автомобилей. Привет, Джон. Да, интересно наблюдать за популярностью автомобилей среднего размера. Интересно, какие факторы способствуют их привлекательности? Есть ли у вас какие-либо мысли по этому поводу? Что ж, я думаю, что автомобили среднего размера обеспечивают баланс между функциональностью и маневренностью. В них достаточно места для пассажиров и грузов, но при этом они не слишком громоздки. В этом есть смысл. Автомобили среднего размера универсальны и могут удовлетворить различные потребности. Они подходят как для езды по городу, так и для дальних поездок. Именно так. Они обеспечивают комфортное вождение, но при этом практичны для повседневного использования. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести автомобиль среднего размера самостоятельно? У меня есть. Я ценю удобство и гибкость, которые предлагают автомобили среднего размера. Кажется, они хорошо вписываются в мой образ жизни. А как же ты? Я тоже подумывал об этом. Идея иметь достаточно просторную машину для моих нужд, но не слишком большую, чтобы перемещаться в пробках, привлекательна. Важно найти автомобиль, соответствующий нашим индивидуальным предпочтениям и требованиям. Рассматривали ли вы какие-либо конкретные модели или бренды? Я изучал несколько вариантов. Меня привлекают несколько моделей среднего размера от известных брендов, известных своей надежностью и безопасностью. Изучение различных моделей и брендов – разумный подход. Это помогает нам принять взвешенное решение и найти автомобиль, отвечающий нашим ожиданиям. Совершенно верно. При выборе автомобиля важно учитывать такие факторы, как топливная экономичность, затраты на техническое обслуживание и доступные функции. Какие функции важны для вас?
Функции безопасности являются для меня приоритетом. Я ценю передовые системы помощи водителю и технологии, повышающие общую безопасность на дороге. Безопасность, безусловно, является главной заботой. Обнадеживает наличие таких функций, которые помогают предотвратить несчастные случаи и защитить водителя и пассажиров. Совершенно верно. Нам также следует учитывать такие факторы, как комфорт, интеграция технологий и общее впечатление от вождения. Речь идет о поиске правильного баланса. Отличное замечание. Опыт вождения играет важную роль в нашей удовлетворенности автомобилем. Чтобы убедиться в этом, стоит протестировать разные модели. Я согласен. Тест-драйв позволяет нам воочию убедиться в управляемости автомобиля, его отзывчивости и общем комфорте. Это важный шаг в процессе принятия решений. Собрав всю необходимую информацию и протестировав несколько вариантов, мы сможем сузить круг вариантов и принять взвешенное решение. Урок 23. Финансовое консультирование. Консультация профессионала. Привет, Анна. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы проконсультироваться с финансовым консультантом? Они могут дать ценные рекомендации по управлению нашими финансами. Привет, Джон. Да, я уже думал об этом. Финансовый консультант может помочь нам принять обоснованные решения и составить надежный финансовый план. Вы уже консультировались с одним из них. Я этого не сделала, но подумываю обратиться к ним за опытом. Очень важно, чтобы профессионал оценил наше финансовое положение и дал индивидуальный совет. Совершенно верно. Финансовые консультанты могут предоставить информацию об инвестиционных возможностях, пенсионном планировании и стратегиях достижения наших финансовых целей. Это именно то, что я ищу. Я хочу максимально использовать свои ресурсы и обеспечить стабильное финансовое будущее. Это мудрое решение. Финансовый консультант поможет нам оценить нашу терпимость к риску, диверсифицировать инвестиции и преодолеть потенциальные финансовые трудности. Я полностью согласен. Их опыт поможет нам избежать дорогостоящих ошибок и оптимизировать финансовые решения. Есть ли у вас рекомендации по поиску надежного консультанта? Исследования очень важны. Мы можем начать с запроса рекомендаций у друзей или членов семьи, у которых был положительный опыт работы с финансовыми консультантами. Неплохая идея. Личные рекомендации могут дать нам чувство доверия и уверенности в способностях консультанта. Мы также можем прочитать онлайн-отзывы и проверить их учетные данные. Совершенно верно. Важно убедиться, что выбранный нами консультант квалифицирован и зарегистрирован в соответствующих регулирующих органах. Как только мы сузим наши варианты, мы сможем запланировать предварительные консультации с несколькими консультантами для обсуждения наших финансовых целей и оценки их соответствия нашим потребностям. Это очень важный шаг. Личная встреча позволяет нам оценить стиль общения, профессионализм и уровень понимания консультанта. Во время консультации мы также можем узнать о структуре оплаты их труда и о том, как они получают компенсацию. В этом аспекте также важно прояснить ситуацию. Определенно. Важнейшее значение имеет прозрачность в отношении комиссий и потенциальных конфликтов интересов. Мы хотим работать с консультантом, чьи интересы совпадают с нашими. Как только мы найдем подходящего финансового консультанта,
Мы сможем совместно с ним создать комплексный финансовый план, отвечающий нашим краткосрочным и долгосрочным целям. Это конечная цель. Надежный финансовый план предоставит нам дорожную карту по достижению финансовой стабильности, роста и душевного спокойствия. Мне не терпится сделать этот шаг. Консультация финансового консультанта придаст нам уверенности в своих финансовых решениях и поможет нам максимально использовать наш финансовый потенциал. Это значительная инвестиция в наше будущее. Давайте предпримем необходимые шаги, чтобы найти надежного консультанта, который поможет нам добиться финансового успеха. Спасибо. Желаю вам удачи в поиске надежного финансового консультанта. Давайте вместе возьмем под контроль наше финансовое благополучие.